Всем привет, с вами Игорь, и сегодня покажу, какой я уже объем работ сделал в проекте солнечный плот или плот-катамаран на солнечной тяге, как хотите. Вот я уже сделал вот такой вот, сбил щит, 2 бруска, вот здесь вот 10 на 5, этот основной брус, как рама вроде, да. И сверху половая доска, видите. Ну, доска верхняя 33 или 34 миллиметра толщиной. А вот этот тут брусок 50 на 100. Вот, тоже хороший брусок, такой без сучков выбрал на работе. 2 таких брусочка, и с той стороны тоже. Вот. Пропитал их. Видите, даже, наверное, видно, такой немного зеленоватый. Это медный купорос тут. И железный купорос. Вот тут такое колотил. Всякие вот эти пропитки. Вот еще не хватило мне докрасить 3 доски. Ну, это они уже все пропитаны медным купоросом и железным. Вот это вот я уже красю поверх него таким защитным лака-лифа там и лак, и что там только нет. Ну, вот такое вот нормальное получается сверху. Еще раз, может, покрашу. А вот такой вот получается после пропитки медного купороса с железным. Это тоже вот торец, видите, аж зеленый такой. Это от меди. Вот. Вот такая вот площадочка у меня получилась. 2 на 3 метра. Кстати, решил делать с промежутками, потому что нельзя без промежутков делать. Оно разбухнет, если дождь там пойдет. Или впитает эта доска влагу. Если плотно ее согнать, то она вся поднимется. И даже и гвозди ее не удержит. Оно выпухнет все вверх. Вот, поэтому надо оставлять это на улице. Она будет по-любому разбухать. Себе высыхать опять, разбухать, сужаться, расширяться. Так что оставил щели, пускай ей будет куда расширяться и сужаться. Вот, дальше, что я теперь буду еще делать? Снизу у меня будут бутылки. Бутылки у меня будут стоя. Вот, ну, под вот этим вот площадкой. Они будут стоять. Вот здесь вот бутылочки. Вот. Ну, я уже показывал в проекте. Там метр с этой стороны, метр с той стороны. Посередине у меня будет пустота, потому что там будет грибной винт. Вот здесь вот метр средний. Вот. А бутылочки будут стоять стоя. Вот. Для этого, чтобы они мне не выпадали оттуда, я вот здесь вот сделаю тут на углу брусочек. Потом вот здесь вот через метр брусочек вниз такой. Ну, где-то до половины бутылки. Вот, например, вот это вот, если бутылка, вот, то будет под этим площадкой, то вот здесь вот где-то будет рейка, где-то половина, вот так, половина бутылки, может быть немного ниже. Рейка дубовая, потому что она будет, наверное, в воде, ну или касаться точно будет воды. Будет здесь дубовая такая речка, они будут держать эти бутылки, чтобы они не выскакивали из-под плота. Вот. Ну а снизу они вниз никуда не уйдут, их вода там будет поддавливать, все равно к этому щиту вверх будет. Главное, чтобы они в бок никак не улизнули, не выскользнули от этого. Вот для этого мне надо сделать такую рамочку. Ну, легенькую, я такую особо там тулить не собираюсь, а что-то тяжелое. Кстати, поднимать я пробовал одну сторону, ну вот эту вот, с той стороны, где 2 метра, то я могу его поднять. Вот, поэтому его вполне реально будет перенести. Ну, тяжеловато, конечно. Плюс еще я пристрою вот это вот для бутылок держатели, то, конечно, будет вес такой, ну, довольно, я вам скажу, получается значительный. Хотя эта доска вербовая, она очень легкая, половая, верба и осина. Вот, но я вижу, что вес может быть. Плюс еще этот вот грибной винт. Ну, короче, тут оно навешается. То что я так еще подумал, наверное, я сделаю сзади 2 колесика. Вот, на вот этих же брусочках по углах. Там будет специальное отверстие, болтик. Ну, такое колесо сделаю, деревянное. Просто вырежу колесо такое сантиметров 30 в диаметре с дерева, с доски.
Вот. И с штырем туда, с болтом, раз засунул ее прямо в воде или на земле, если надо ее по земле тащить. Вот. И все. Закрутил. И уже сзади у меня 2 колеса. А спереди там мы уже с Толяном возьмемся. Там, например, Толя с той стороны, я с этой стороны. Поднимем и будем ее тащить или толкать. Вот. Ну, с одной стороны ее поднять вдвоем реально будет, даже совсем навесным вот этим вот оборудованием. Ну а зад пускай уже на колесах тянется там за нами. Ну так будет проще, я думаю, одну сторону поднять и тянуть его сзади на колесах. Типа как получается, как тачка. Да. Я думаю, так будет проще и легче. Вот. Вот это у меня такое в планах. Собираю бутылки уже, свозю. Вот. У нас стоят такие корзины, как бы поставили по селу специальные для бутылок. Ну, выбрасывать и для бутылок, и для стеклянных бутылок. Ну вот я по них езжу, собираю бутылки. А бутылок сюда надо очень много. Я так посчитал, примерно на квадратный метр примерно 100 штук. Это 200 сюда и 200 с той стороны. Это 400 штук. Ну примерно бутылок надо. Вот, ну вот такой объем работы я уже сделал. Завтра докуплю еще 2 банки краски, чтобы вот это докрасить. И снизу буду уже красить. Вот, тоже полностью у меня оно будет пропитано, прокрашено. Чтобы не на год, так сказать, изгнило. Потому что эта верба, она такая недолговечная. Ее надо очень хорошо пропитывать, защищать. Доска хорошая, легкая. Вот, теплая к ноге. Вот, это такие, ну, вулики тоже делают свербы, чтобы они были легенькие и теплые. Вот, так что насчет этого, но то, что она, конечно, надо ее защищать, потому что гнить будет очень быстро. Да, ну вот и все, наверное, на сегодня хватит. Вот, уже в следующий раз... в следующий раз, кстати, покажу вам, как я придумал надувать бутылки. Вот я здесь положил специально, это не случайно, здесь лежат 2 бутылки абсолютно одинаковые. Вот, одна, видите, вот такая вот она, ну, это просто она закручена без надува всякого, ничего. А вот эту я надул, видите, она даже не вдавливается. Ну, такая не очень тугая, конечно. Но, тем не менее, она там чувствуется, что давление есть. Я вам покажу в следующий раз уже, как я придумал это делать. Очень просто, эффективно. И все такое, без всяких там даже приспособлений. Создавать вот такое вот небольшое давление в бутылке. Видите, вот это вот без никакого. Такая она, никакая, а это... с давлением. Ну ладненько, все, до следующих видео, всем пока. Пишите в комментариях, советуйте, чтобы как бы тут лучше все это сделать, организовать. Кстати, по моторам присматриваюсь я сейчас к веломотору все-таки. Я пересмотрел кучу вот этих вот щеточных моторов постоянного тока, но они мне не понравились. Они высокооборотные, они жужжат, они с редукторами, шумные, ну и все такое. Короче, наверное, будет здесь стоять велосипедный от мотор колеса. Мотор, вот, как бы надежно и уже проверено даже. У меня есть видео, там, кстати, я оставлю ссылочку на видео это, где я подключал солнечную панель зимой, кстати, зимой. Когда очень низкое солнце было, и у меня мотор крутился, переднее колесо на велосипеде. Вот, да, оставлю ссылочку. Так что это уже проверено, это работает с солнечной панелью, такой моторчик вело. Наверное, я буду его использовать. Ну, пускай он дороже, конечно, и к нему контроллер надо будет купить, напрямую от панели нет. Вот. Но без аккумулятора можно. Короче, смотрите то видео, я оставлю в нем ссылочку. Ладненько, всем пока, до следующих видео.